Я вам сейчас расскажу коротенько свою историю. Сейчас расширю экранчик. Такая у меня маленькая преза. Короче, я вообще серийный Я предприниматель. пока занят. Я много чего делал. Значит, сейчас так получилось, что последние несколько месяцев я практически full-time занимаюсь вайп-кодингом. Вайп-кожу. На самом деле уже чуть-чуть меньше, чем full-time, но сейчас расскажу. Э, Мой кейс как раз не про то, чтобы учиться кодить и разбираться вообще в том, что пишет мне курсор, а даже не смотреть туда. Э, Я никогда не умел кодить. В универе я учился уже почти 20 лет назад. И там мы что-то делали на C. То есть я там понимаю, ну, какую-то общую примерно, как это работает. Там, в роли менеджера ставил задачи, но в целом, как бы мой кейс, я никогда ничего не кодил. И всегда думал, что это не про меня. При этом я считаю, что мы в центре тектонического сдвига, когда сегодня один человек — это целая команда, и каждый в реплите или курсоре может сделать почти все, что угодно. И я хочу сказать про свой кейс здесь, немножко кого-то из вас, может быть, где-то вдохновить, где-то показать просто, что я делаю, поделиться своим опытом. Леш, А, попрошу тебя говорить погромче, там ребята говорят, что тихо. Ага, Сможешь ага. поближе к микрофону? Окей, Мгм, да. спасибо. А, Значит, мой кейс мы сделали, ну, такой, можно сказать, well-being app. А, Изначальная идея была, это AI-терапевт. Она сейчас там немножко видоизменяется. Это пока веб-ап, не нативный ап, эм, поскольку кажется, что веб-эп сделать несколько проще, чем нативный. И в целом все, кто только вкатывается в веб-кодинг, рекомендую с веб-апов начинать. Мы сделали первую версию буквально за неделю. Ну, я говорю, в принципе, я сделал сам. Ам, В MVP-версии это была такая, ну, там, AI-чат, какие-то препромпты, которые можно там задать вопросы, и разные тесты, которые обогащают, по сути, информацию о пользователе, ам, чтобы чат был эффективнее. Это была там первая версия. И ну, мы выкатили это в продакшн и стали лить живой трафик, и в целом как бы это стало работать. У меня есть кофаундер, который хорош в трафике, то есть там как бы магия не столько в продукте, сколько в лендингах и в креативах. Но как бы у нас уже эта штука в продакшене, у нас есть платящие юзеры, есть мини-команды под это дело. Пока еще продукт в стелс-режиме, я его не показываю, мне пока еще за него немножко стыдно, потому что как бы у нас такой маркетинг-дривен подход, когда маркетинг опережает продукт, и продукт по-прежнему остался там недалеко, ушел от MVP-версии. Вот. Я думаю, что мы там реалистично в Q1 доберемся наконец-то до того, чтобы сделать все-таки продукт поприличнее. Вот. Но примечательно, что сейчас уже э, как бы продукт, ну, мы понимаем, что продукт будет не таким, как мы задумали его изначально. И это, ну, на мой взгляд, достаточно сильно отражает то, как меняется парадигма, что ну, обычно, как всегда раньше было, сначала продукт сделаем, потом пробуем его продвигать, оказывается, что там никому не нужно то, что мы накодили. Сейчас есть вот такая перевернутая парадигма, когда ты сначала продаешь, потом делаешь, и, в принципе, с ростом популярности веб-кодинга, на мой взгляд, еще менее важным становится как бы то, какой у тебя продукт, и еще более важным канал дистрибуции, канал трафика и прочее. Вот. И как бы о чем вообще расскажу? Ну, цели, да, в принципе, вообще вдохновить, сказать, что это возможно практически без скиллов создать боевой продукт, который выдерживает живой трафик, нагрузки и прочее. То есть это как бы не только вайп-кодинг, ну, это не только про подделки, какие-то пэт-проекты там и прочее, это вполне может быть уже сегодня там продакшн версии продуктов.
Поделюсь своим опытом, как мне кажется, с чего там лучше начинать вкатываться в веб-кодинг, если еще пока вы только в начале пути. И дальше чуть более детально, если успею, покажу прям лайв-демо, как я строил аналитику вокруг дашборда, вокруг этого продукта, что тоже как бы довольно было для меня неожиданно. А, В общем, сейчас кратко расскажу. А, С чего, как бы, с чего начинать, да? У нас есть такой, как бы, царь веб-кодинга — это курсор, но практика показывает, что в курсор сходу залетать бывает довольно тяжело. Я сам, если бы начинал с курсора, большая вероятность, что я бы не продвинулся и так бы и не стал ничего делать, потому что для меня learning curve, как бы, да, ну, порог входа оказался слишком большим. Я начинал с реплита и по-прежнему рекомендую всем начинать с реплита. В реплите все внутри, и включая базу, включая деплой, и вот сейчас даже мобильные приложения появились в бете. Короче, реплит — это такой all-in-one tool. А, И, ну, если, короче, первое что-то делаете, то точно идти туда. При этом, в идеале, я бы сразу подключал внешнюю базу данных, не использовал бы то, что Replit предлагает сам. Ну, стандарт такой — это Supabase. Э, Там есть, ну, это облачно PostgreSQL, там же есть сервисы авторизации. В чем плюс внешнего решения? Что вы на самом деле потом от реплита будете не сильно зависеть. И дальше следующим этапом вы можете подключить GitHub. Туда будет пуляться весь код. И дальше уже, если вы там почувствовали силы, втянулись, вы можете поставить курсор, затянуть кодовую базу из GitHub в курсор и продолжать допиливать апко свой продукт в курсоре, пулять изменения в GitHub, в реплите подтягивать код и в реплите уже деплоить. Деплой, там, это следующий этап, да, когда вы уже почувствовали в себе силы, можно там задеплоить это все напрямую из курсора в какой-нибудь Cloudflare там, или Vercel там, или куда-то еще. Ну, я вот, в принципе, до этого дошел не сразу, скажем так. То есть, если бы мне сразу сказали, вот тебе курсор, вот тебе разберись, как деплоить, как там какие-то секрет переменные настраивать, короче, ну, я бы слился, я подумал, что веб-кодинг — это сложно. А, Поэтому, короче, кажется, что правильная такая кривая обучения. Сначала в Replit, Supabase, понять, как вообще Replit взаимодействует с внешними базами, с API-шками, авторизацию, да, разобраться с авторизацией в Supabase, что там есть база юзеров, в общем, как там логины, пароли, разные варианты. А, и вот у вас уже как бы готова какая-то, короче, версия вашего приложения. Дальше, как я делал аналитику. Значит, я столкнулся с тем, что ну, надо строить какие-то дашборды, как-то что-то анализировать, что происходит. Есть разные источники данных. Там и пользователи у нас платят подписки в Stripe, в PayPal. Есть рекламные платформы, откуда мы льем трафик. Нужно все это как-то строить, какие-то отчеты на базе всего этого. И раньше, ну, мне для этого нужны были разработчики, которые бы мне сделали какой-то, не знаю, Data Lens, там, Power BI, в общем, что-то, короче, сделали, и любые, в общем, э, я мог в лучшем случае попросить у них выгрузку CSV-шки, какой-нибудь таблицы, ее там проанализировать. В общем, это было довольно тяжело. Там следующий уровень, там я в ChatGPT мне писал Google скрипты, и я там смог анализировать эти данные в Google Sheets. Но это как бы такой детский уровень. В общем, здесь к чему я пришел, значит, я подключил такую штуку, как Airbyte, которая подключается, у нее есть коннекторы там, к Stripe, к PayPal, как куча, на самом деле, куча разных сервисов. А, Завел хранилище BigQuery. Мне, в принципе, ChatGPT подсказал, что хорошо для этого подойдет BigQuery. И Airbyte тоже подсказал ChatGPT. А, И, короче, Airbyte у меня подключается ко всем источникам, складывает данные в BigQuery по расписанию, уходит там раз в 6 часов. Вот. Дальше я освоил такой tool preset.
Это облачный суперсет BI, который мне построил дашборды. И чтобы собрать данные в нужных срезах, я уже использовал курсор. Курсор у меня подключался к базе BigQuery. Я ему говорил, вот тебе база, напиши мне, короче, SQL-запрос, который будет мне вот такую вот штуку выдавать. Он мне пишет SQL-запрос, как бы, да, здесь же сам подключается к базе, сам понимает структуру данных, пишет запрос. Чаще всего он там не работает с первого раза, но там, не знаю, со второго, с третьего раза что-то получается. И дальше я эту штуку запихивал в пресет, строил дашборды. Вот, если что-то непонятно, делал скриншоты, ходил в чат GPT. Сейчас у меня будет такое коротенькое лайв-демо. Если ничего не сломается, то я покажу. Короче, я собрал такую тестовую таблицу, загрузил ее в базу данных Neon для теста. Сейчас я пошарю вам обратно. Покажу, как построил дашбордики на базе этих данных. Да, вот у меня, значит, Neon база данных. Если у вас какой-то... То есть, как эти знания можно применить? Не обязательно вайп-кодить с нуля ваш собственный продукт. Если вы работаете где-то, или у вас там продукт делает кто-то другой, то там в любом случае есть база данных. И разработчики могут дать вам доступ к этой базе данных, и вы можете напрямую из этой базы на самом деле получать кучу инсайтов. Сейчас как бы я покажу как. Есть у меня тестовая таблица, это таблица с транзакциями. Да, тут какие-то пользователи, тут там 700 строк. Тут пользователи, когда они были созданы, тип транзакции, имя, имейл, сумма, валюта, дата, в общем, такие штуки. Есть несколько способов как бы к этой базе подключиться. Ну, самый такой, наверное, красивый, это вот я пойду сейчас в курсор, и я скажу ему, то есть у Неона есть MCP, сейчас курсор у меня подключен уже по MCP к Неону. Я могу там попросить его сказать, подключись к Neon DB там, через MCP и проверь, что ты видишь таблицу с транзакциями. И, например, выведи мне выручку по месяцам. Так И, в можешь принципе, по микрофону тоже чуть поближе? да, сори. М? В принципе, это как бы уже определенного рода магия, потому что вы можете как с таким мини-аналитиком общаться с курсором. Он сам тут напишет нужные SQL-запросы, сам разберется там через MCP, короче, с доступами. Вот он там нашел таблицу, нашел поля. В общем, вот вывел таблицу, вывел выручку. Это как бы уже прикольно, то есть часто этого уже может быть достаточно. Ну, дальше там я могу там что-то еще у него попросить, да, ну, я хочу, допустим, пойти дальше, я хочу построить какие-то дашбордики. Я тут уже предподготовил как бы несколько табличек. Сейчас покажу там, как другие построить. То есть этот BI tool, я его подключил очень просто к Неону. Ну, построил там типа по месяцам. Кстати, интересно, здесь показывает. А он, может быть, как-то рефанды неправильно посчитал. Ну ладно, не суть. Эм, Или, может быть, у меня... Короче, неправильно он мне посчитал, на самом деле. Ну ладно. Здесь правильные цифры. Может быть, дело в рефандах, не знаю. Короче, здесь табличка, значит, данные по месяцам, данные по валютам, данные по типу транзакции, сводная таблица по кастомерам. Вот видно, что там они приходили, кто-то пришел там в ноябре, кто-то пришел в декабре, кто-то пришел в январе и так далее. Мы с вами там сейчас попробуем построить когортный отчет. Ну, допустим, мы хотим здесь построить еще одну табличку, например, также по месяцам, но, допустим, по валютам. Почему-то нам надо. Вот мы сюда там можем зайти. Здесь такой конструктор. Это все как бы... Не нужны вам аналитики, короче, для того, чтобы это все сделать. Это все довольно несложно. Здесь мы там выбираем, накликать можем сами себе там вместо имейлов currency, например, вот сюда затащить. Ну, кто со сводными таблицами работал, это вот, или с какими
штуками такими. Это вот оно. Вот мы построили табличку такую же по, значит, по валютам. Вот мы а, там сохраняем ее. Ой, надо было сейф. Ну, короче, заменилась она. Вот, можем такие, короче, дашбордики все сами собирать. И дальше, допустим, мы хотим когортный теперь, когортную аналитику построить. То есть мы хотим, вот у нас есть когорта ноябрьская, это когорта декабрьская, да. Мы хотим посмотреть, как дальше живут эти юзеры. А, Мы идем в курсор и просим его написать, напиши мне SQL-запрос, я сейчас не буду, там, напиши мне SQL-запрос к этой базе, который будет считать когортную аналитику. И вот я до этого это сделал, и он мне сделал SQL-запрос, вот он сложил его в отдельный файл, в принципе, небольшой SQL-запрос, я, если что, ну, не очень понимаю, как бы, что здесь написано, но я просто это копирую, вставляю как датасет в, в пресет, сюда вот в раздел Datasets и могу сейчас построить когортный отчет на базе этого. То есть вот здесь вот сейчас тест когорт репорта, по-моему, вот это. Вот, короче, он мне сделал запросик, который выводит а, колонки дата, колонки сумма в долларах, размер когорты и сумма в долларах, там, в нулевой месяц, в первый месяц и так далее. Сейчас мы вот а, эту штуку можем сюда перетащить, накликать себе отчетик. Ну, допустим, там первый месяц, второй месяц и там когорт size. Вот так вот. Так, что-то, короче, не получилось. Live демо, оно такое. Потому что это не то. Вот так. Вот, да, вот он построил. В принципе, сейчас сумма. Надо изменить форматик, по-моему. Ну ладно, давайте это уберем. Вот он мне построил вот в ноябре, значит, ноябрьская когорта. Вот у нее вот такая выручка в первый месяц, во второй месяц, там, в нулевой месяц, в первый месяц, во второй месяц. Давайте там продлим. Короче, вот так. Можем там, ну тут еще не хватает, наверное, total выручки. Мы можем попросить курсор нам дописать в этот SQL запрос, чтобы он вывел нам еще поле total. Вот он нам построил, сейчас мы можем его сохранить. Добавили его к нам на дашборд. Вот мы построили с вами когортный отчет напрямую к базе, без аналитиков. И, в принципе, ну, сейчас он здесь total не совсем правильно считает, потому что есть еще шестой месяц, седьмой и так далее. И третий способ, как мы можем что-то проанализировать, подключившись к базе, это Google скрипты. Я тоже попросил курсор, ну, до этого уже, написать Google скрипт, который будет подключаться к базе и строить репорт. Вот он мне написал только Google скрипт, там довольно большой. Я его скопировал, кто не пользовался, здесь есть extensions в Google шитах, AppScript, и вот сюда я его вставил. После этого он мне создал вот такую менюшку. Вот здесь есть разные кнопки, там есть тест подключения к базе. Он говорит, что тест прошел успешно. Можно просто подгрузить все данные. Вот он загрузил из базы 683 транзакции. Ну, как бы кому удобно, там можно здесь анализировать. Можно поставить по расписанию, здесь же прям в Google шитах, чтобы он там ну, не знаю, каждые 2 часа, например, обновлял данные. И здесь там сводную таблицу построить. Ну, как такой мини-дашбордик. Ну, еще какие-то вот он свои какие-то репорты здесь создал. Он, ну, что-то сам напридумывал, на самом деле. Но можно, например, по валютам. Там вот он рассчитал по валютам, сделал такую штуку. Или там что-то еще по месяцам, да.
уже сам сгруппировал. Ну, соответственно, можно, опять же, я могу пойти в курсор, сказать, там, ну, вот он мне что-то раскрасил, можно попросить его что-то переделать, скрипт этот обновить. Ну, в общем, три способа вот таких вот общаться с базой. Просто в чате через курсор, э, через дашбордики в BI тулах и через Google Sheets. Я вижу, там есть какие-то вопросы, я не знаю, вот сколько у меня еще времени. В принципе, я основное все рассказал. Могу сейчас на вопросы ответить. Ну, сколько останется времени, короче. В конце коротких сетей на мой канал можно подписаться. Я там пишу про разное. А, Как мне самому зачитать вопросы или... Я могу озвучить, Леш. Тут есть парочка. Первый, что ребята, смотрят на все и говорят: "Сложно". И действительно, когда так, с первого раза это все воспринимаешь, то кажется, как будто бы это невозможно, да. То есть, расскажи, как ты вообще это все нашел, да, то есть, вот как сам способ познания происходил у тебя, да? То есть вот, как ты эти 3 способа нашел, типа, которыми можно анализировать, базу? Вот, наверно, такой вопрос будет. Я пошел в чат GPT и сказал, у меня есть вот такая база. Мне вообще как бы как к ней там подключиться, как мне вообще там дашборды построить, какие-то таблицы. И он сказал, что есть такие штуки, там, BI-тулы. Сначала я там пришел в Metabase. Сначала построил дашборды в Metabase. Потом мне там его уже стало не хватать немножко. Я там пошел в Preset. Э, Про Google скрипты, ну, тоже. То есть я спросил у чата GPT, типа, вот, а как мне сделать, чтобы в Google Sheets у меня была там актуальная статистика, там, типа, из базы. Он мне рассказал, там, сначала мне чат GPT сам писал эти скрипты. И я там, э, ну, я ему давал, приходилось, чат GPT приходилось давать контекст, что вот у меня такая-то база, там такой-то, не знаю, API-ключ, там так далее. Потом как бы курсор это мне спрямил, то есть курсор сам подключается через MCP как бы к базе и, э, ну, короче, сам видит структуру таблиц и так далее. Ну, короче, я всего этого не знал, типа там, не знаю, 3 месяца назад. Я не знаю, если что-то непонятно, я там делал скриншоты и отправлял в чат GPT. Ну, типа, я говорил, а как там, вот смотри, у меня пресет, там, короче, я тут вот строю, он мне там ошибку выдает. Типа, мне чат GPT отвечал. Или там я говорил, а как вот у меня здесь там, не знаю, дата, а как мне здесь там сделать, чтобы, не знаю, по году, короче, вот он не просто дату выводил, а группировал, например, по годам. Или там, если здесь дни, по месяцам. И как бы чат GPT мне говорил. Ну, вот примерно так я учился. Поэтому на самом деле, ну, как бы несложно, как будто бы, когда уже начинаешь делать. То есть, мне кажется, вайб-кодинг это такая, как бы, self-learning штука. Мгм. Супер. Вопрос про хранение перс-данных. Э, вот ты показал, да, то есть, что, ты даешь доступ до базы. Там может быть чувствительная инфа как для тебя, так и для людей. Как с этим работать? Как ты работаешь с этим? Какие Ам, ты как решаешь? Ну, у нас там продукт не в России, поэтому здесь как бы с российским законом по персональным данным я не знаю деталей, как быть compliant. Но я знаю, что люди на вайп-кожаные продукты потом переносят на Яндекс Облака или на там какие-то такие штуки, чтобы, ну, вот быть compliant с вот этими законами по тому, что данные должны храниться в России. По поводу того, что какая-то модель получает доступ к таблице, в которой есть персональные данные, ну, не знаю, мне кажется, сейчас такого так много в мире. Как бы я не знаю, мне кажется, этот вопрос он глобально не до конца пока решен. Вообще, типа, вот вопрос какой-то, не знаю, privacy, да, в этом смысле. Я не заморачивался, честно. Ну, наверное, можно там на каком-то более позднем этапе э, будет как-то заморочиться чуть больше. По GDPR там, ну, мы какие-то базовые
требования выполнили, чтобы быть compliant. Пока как бы этого хватало. Эм, Как-то так. Я вижу вопрос про стоимость реплита. М, у реплита есть проблема. Он довольно дорогой. То есть мне кажется, он довольно прожорлив к токенам. И стоимости 20 баксов, это быстро можно съесть, эти 20 баксов. Поэтому, на самом деле, вот рекомендую, ну, начинать с реплита, чтобы вкатиться, но дальше переходить в курсор. Курсор в этом плане, ну, вот его подписка за 20 баксов, она там в режиме авто, она практически бесконечная. Ну, а дальше, если вы там втянулись в вайп-кодинг, то уже там можно расширенную подписку и так далее. Ну, короче, если все делать на реплите, будет дороговато. И у нас были месяца, где мы там по 200 баксов, по 200 баксов тратили на реплит. Там, ну, короче, как-то так. Контакт спикера тут спрашивают, вот они, контакты на экране. А про аналитику, давай еще, вот там тоже вопросик есть. На каком этапе ты решил, что тебе нужна аналитика, да, то есть не в момент же создания продукта, да, то есть сначала продукты сам на веб-кодил, а потом уже, когда Как пошли только, платные да, да, да. пользователи, да, то есть Да, как только как-то стали так? лить, как только стали лить трафик, возникла потребность в аналитике, чтобы понимать, с какой экономикой мы льем трафик. То есть как бы у нас подписки, нужно считать когорты, то есть без когорт как бы вообще ничего не понятно. Ну, то есть практически сразу. Мы трафик стали лить через 2 недели после того, как я начал продукт делать. Поэтому можно сказать, что практически трафик, практически сразу. Круто. Там ребята комментили еще, что пора выходить из тени, и когда за продукт не стыдно, уже поздно выходить. Поэтому это тебе идея А, на подумать. Ну вот, можно подписаться, я рано или поздно расскажу. А, По поводу микс-панела, у нас есть амплитуда, а, она не решает всех задач, а, но как бы есть еще часть задач, которые, например, вот наши дашборды не решают, а амплитуда решает. То есть как будто бы это про другое. Ну, то есть амплитуда, она больше берет данные из ивентов, ну, там на лендинге или из продукта. А, Например, то есть там надо заморочиться, чтобы передавать данные из нашей CRM там об оплатах правильным образом. Короче, это вообще непростая задача проинтегрировать амплитуду, как бы неизвестно, что проще. Ну и в целом, мне кажется, тезис вайп-кодинга, он такой, что, ну, порой сейчас проще что-то себе на вайп-кодить, чем использовать готовые тулы. Как бы тут, ну, надо смотреть, конечно. Ну, короче, проинтегрировать амплитуду тоже не так просто. Спасибо, Леш, за выступление. На все вопросы основные ты ответил. Супер. Спасибо, что показал в лайв-демо, как это все возможно с аналитикой работать, потому что, ну, в моем представлении, действительно, там нужен специально обученный человек, который этим всем будет заниматься, а ты на лету сейчас показал, как можно это исключить. И история про то, что ты за 2 недели запустил продукт, она вдохновляет. Вот. Одна из целей твоего выступления была вдохновить. Я воодушевлен. Спасибо, что позвали. Был рад Спасибо, Леша. поделиться. Увидимся. Пока.